Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Приветствую, Александр. Зрителям тоже привет. Семен Сергеевич, конечно, там геополитически все внимание к Трампу и встрече с Си Цзиньпином. Он говорит, будет хорошая встреча, мы там обо всем договоримся, все классно, рынки начинают реагировать. Ну, в общем, традиционная история. До этого, конечно, предшествовало его турне по Азии, и все вот эту вот геополитическую рамку берут и, ну, скажем так, обсуждают и анализируют. Я предлагаю этому посвятить финал нашей сегодняшней беседы, потому что, ну, может быть, наметятся какие-то, да, линии выхода, ну, или хотя бы какого-то видения, да, выхода из войны в Украине. А вот с войны хочу начать. Покровск становится опять фортецей, значит, рисуют планы, карты, причем там бригады рисуют, план окружения Покровска. С одной стороны, развеивается миф о том, что там 200 человек каких-то зашли, но сейчас спецназ ГУР как придет, как всех выгонит. Все вспоминают фотографии Зеленского на фоне Стеллы Покровск, потому что Стелла Покровск сейчас с российским флагом, та, возле которой фотографировался Зеленский. Сравнивают эти две картинки. Как вы оцениваете значение именно на этом этапе потери или процесса потери, мы не знаем, сколько это будет занимать времени, Покровска, Банковой, Покровска Зеленским, Покровска вооруженными силами Украины? Моя оценка, она не меняется с осени 2022 года, когда Киев решил перейти к войне народной, да, ну, то есть от войны профессиональными армиями с привлечением общества. В общем-то, я тогда еще дал оценку, что в этих раскладах первое начинается война за левобережье. Вот. На все остальное надо не особо обращать внимание. И на левобережье рано или поздно начнется этап городов-гарнизонов. Ну, я вот так это сформулировал. В общем-то, мы это видим. Какие можно сделать выводы? Ну, так как после осени 2022 года, когда у меня есть квалификация, я определяю СВО 1.0, 2.0. Вот мы сейчас находимся в СВО 3.0. Да? Оно все называется СВО, но очень разное. И вот СВО 3.0 с переходом вот в следующий этап, это уже соревнование экономик. Это что очень важно, когда речь идет не о том, кто какие там доблесть совершает или прочие вещи, да, а о том, какими ресурсами это все обеспечено. В общем-то, любая война с Россией, если бы ее учили вообще, как проходят войны с Россией на протяжении, давайте брать с момента зарождения капитализма, то есть там, с 15 века, плюс-минус, с этого периода и начались вот эти вот совместные войны, которые идут бесконечно, да. И, в общем-то, каждый раз эта война заканчивалась тем, что с Россией приходилось соревноваться именно с ресурсами, с тылом. И все так или иначе эти войны проигрывали. Поэтому в случае вот текущей войны мы же имеем дело с чем? Украина – это линия боевого соприкосновения, а тыл находится за пределами Украины. Россия одновременно является и на фронте, и в тылу. Да? Потому что Россия – это страна-цивилизация, которая обладает технологиями, ресурсами, в общем, всем необходимым. И поэтому, собственно, сейчас, а так как, в общем-то, наше мышление, у него особенность, что мы прогнозируем немного дальше, чем разворачиваются реальные историко-политические процессы. Соответственно, спустя 2 года мы подошли к этому этапу, когда война на левобережье идет полным ходом, и каждый населенный пункт превращается в город-гарнизон, где будет самоопределяться как военная администрация, так и гражданская. Мы же понимаем, что в каждом городе есть двоевластие. Понятно, что они часто конфликтуют. Собственно, схема, которая реализована в Одессе, это попытка тоже сделать двоевластие. Надо сказать, что это нормальная, обычная история. Наши, когда осуществляют переход уже
под российскую юрисдикцию, у нас же тоже появляются сначала военно-гражданские администрации. Я просто напоминаю эволюцию. Потом военно-гражданские администрации существуют одновременно уже с гражданскими администрациями. Переходной период. А затем начинается уже такая полноценная жизнь. Это очень хорошо видно. Я же часто бываю в наших новых регионах, да. Ну, вот как, например, Запорожская, там, Херсонская области. То есть, какая-то часть жизнедеятельности регулируется уже просто гражданскими администрациями, да. Но какая-то часть, как, например, когда начинается комендантский час и прочее, она уже регулируется другими людьми, да, на Нет, которых Семен уже Сергеевич, гражданство. давайте я сейчас должен Здесь вклиниться. все будет то же самое. Все будут Не-не-не, смотрите. самоопределяться. Тут очень, как бы вы так Одессу затронули, но давайте будем откровенны. Тот процесс, о котором вы сейчас говорите, это напрямую есть прямая связь между приближением фронта к тому или иному населенному пункту, к той или иной территории. Конечно. Есть прямая связь с угрозами для той или иной территории, ну, не знаю, воздушного типа, например, ну, обстрелы, назовем проще, да, или какими-то там работами диверсантов и так далее. Здесь прямая связь. Ситуацию в Одессе, она, понимаете, ну, правда столица юмора. Ну, вот правда. Я уже несколько эфиров подряд это повторяю, Значит, Труханова сбрасывает Зеленский, говорит, да мне все равно, там, какие у него паспорта, там, фальшивые, не фальшивые. Мне СБУ сказала, есть гражданство, все, до свидания. Ну ладно, сбросили, поменяли власть, ввели президентское управление. Президентское управление ввели в далеком от фронта городе, в городе, в котором ему не угрожает опасность фронтовая, ну, кроме воздушных ударов и прочего. Ну, вот, например, там в Одесской области Котовск парализован, выбили энергетику, и сейчас там пункты несокрушимости делают. Но, ну, вот такого типа опасности, я просто привожу пример. И говорят, надо защитить Одессу, поэтому я ввожу прямое президентское управление. Вводит управление, и управитель Лысак говорит, месячник чистоты. Все должны заметать, все должны мусор убирать, все должны там возле Стеллы порядок поддерживать, все по направлениям. И ты сидишь и думаешь, ну это правда столица юмора? Ну это юмор какой-то. В смысле, вы убрали Труханова, сказал, чтобы защитить Одессу, поставили президентское управление, тут говорит, давайте уборкой заниматься. А самому Труханову в условиях лишения его гражданства приходят и говорят, помните, потоп был в Одессе, 9 человек погибли, ну, дожди, и все, в общем, там залило. Так это Труханов виноват, вот тебе уголовное дело, вот тебе подозрение, и вот давай, доказывай, что ты не просто не верблюд с точки зрения, есть у тебя паспорт российский или нет, а ты еще и виноват в том, что, в общем, халатность у тебя, и это ты, твои замы, 9 человек погибло в момент вот этого наводнения. Смотрите, это другая логика. Эта логика как раз-таки не военная, ну, та, о которой вы говорите, а исключительно политическая. Это под предлогом военных действий происходит прямое управление регионами. Но ведь военные действия, мы уже многократно это устанавливали, это прекрасный повод для того, чтобы, с одной стороны, выстраивать бизнес какой угодно. Ну, мы это, собственно, видим, да? И, опять же, нельзя сказать, что это украинская история. Посмотрите, сколько у нас уголовных дел и посадок, связанных в том числе там, с укрепительными действиями, ну, с хозяйственными делами. Да? Потому что война – это такой особый тип деятельности, в котором можно, ну, в общем, в конце в воду прятать все, что угодно. Да? Но я же просто о чем указываю. Вот со стороны России тоже происходит эта трансформация. Но сначала появляются военно-гражданские администрации, а потом они трансформируются просто в гражданские. На постукраине происходит обратный процесс. Там пытаются гражданские администрации, которые абсолютно, ну, я не могу, эффективно-неэффективно работают, я не знаю, но нормально. В этом смысле Труханов, я лично его считаю предателем. Вот, потому что человек, который ходил в форме офицера НКВД, и в том числе после 2 мая в Одессе на трибуне людям рассказывал о том, какой он, в общем-то, борец, так сказать, за интересы одесситов, потом перешел на сторону киевских элит. Вот. Поэтому про него все понятно. Но общество его рассматривало
как, ну, скажем так, защитник, ну, в общем, прокладку между центральной властью в Киеве. Это феномен всех мэров пост Украины, начиная после 2004 года. Как того же Кернеса, с которым вот я лично много работал, сотрудничал в свое время. Все знали про его прошлое. И про статьи его уголовные знали еще в советские времена, за что он сидел. Да? Но за счет того, что он оберегал город от киевских, так сказать, постоянных попыток, ну, разных попыток, в первую очередь экономических, на этом держался авторитет. Это феномен всех мэров. Харьковского, Одесского, Львовского, ну, тех самых известных, которых мы знаем. Даже Кличко авторитет на этом держится, несмотря на его, ну, странные мысли, которые он излагает. Но оставили это за скобками. Поэтому происходят противоположные процессы. Когда происходит разложение государственности, то происходит включение атаманщины. И вот это вот то, что мы называем прямое управление Зеленского, его, если говорить про правильные аналогии исторические, историко-политические, то это вползание в период атаманщины. Кто такой атаман? Атаман – это не государственная фигура. Да? Это фигура, которая принесла личную присягу гетьману, ну, то есть, тоже какому-то личному персонажу. И на этих личных отношениях выстраиваются, ну, псевдогосударственные отношения. Ну, кстати, это тоже Зеленский не первый. Я напоминаю, на чем посыпалась вообще вся вертикаль донецких. И почему их презирали, ну, стародонецких, назовем их так. Почему их презирали? Потому что они построили параллельную уголовную вертикаль. Я очень хорошо помню институт смотрящих. Ну, вот в том же Одессе сидел губернатор тогда, закарпатец такой был, Матвейчук, который там понтовался, что знамя победы в надежных руках, мы защитим русскоязычных. Ну, это я просто напоминаю, да. Но параллельно в той же Одессе сидел Иван Иванович из Инакиева, если я не ошибаюсь. Такой 100-килограммовый персонаж, вот, который больше лежал, чем даже сидел, да. Вот. И все вопросы, связанные с привлекательными экономическими делами, они все решались через Ивана Ивановича. Потому что он знал, что он на связи с старшим сыном. Вот. А старший сын уже давно присмотрел себе ништяки, в том числе на побережье, рестораны и прочие вещи. Поэтому это было реализовано, напомню, в модели Януковича еще. Да? Но тогда это воспринималось как, ну, антигосударственная деятельность, да, она антиправовая, ну, это вообще не имеет... Ну, это мафия, да, давайте вещи называть своими именами. А тут под предлогом войны с Россией очень есть хороший повод для того, чтобы утвердить мафиозные отношения под предлогом государственной власти. Потому что если бы речь шла о госстроительстве, то все происходило бы, я напоминаю свою, ну, я горжусь этим фразеологизмом 2014 года. Помните, никогда мы не будем братьями, такой стишок. Помните же, да? Вот я придумал ему правильное продолжение, которое ставит все на места. Никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры. И это все объясняет. Общество у нас похожее, и, в общем-то, мало мы чем отличаемся. А вот государства разные. И если бы на постукраине речь шла о государственности и процессах государственности, то тогда действительно в тех регионах, которые на линии соприкосновения, там были бы военно-гражданские администрации. Да? А там, где отбились, там наоборот переходила бы гражданская. Тогда бы в Одессе не надо было бы это ничего вводить. Тогда бы наоборот в Днепропетровске, ну, он же уже рядом, правильно? Но так как мы видим логику иную, логику то, что мы определили мародерскую, логику дограбить последнего, это, в общем-то, объясняет, как они под предлогом войны просто выстраивают мафиозные методы управления. Ничего нового в этом нету. По большому счету, я говорю, этому еще и Янукович всех научил, как это надо делать. Ну, смотрите, Янукович, конечно, это дети в кедах по сравнению с тем, что происходит сейчас в Украине. Но давайте все-таки подытожим значение падения Покровска. Потому что там Покровск, там Купянск, а Волчанске сейчас молчат. Ну, там бахнули дамбу. Это только начало. Значит, приближение катарсиса в украинском обществе начнется тогда, когда будет окружен Харьков, либо
левобережная часть Запорожья, скорее всего. Потому что до Днепра дальше, я вот неплохо знаю этот регион, я работал и в Днепропетровске, и в Запорожье. Скорее всего, речь пойдет, я говорю, либо Харьков. И вот когда произойдет окружение, и вот только тогда до массового сознания, которое страшно уничтожено, зрадопереможенной вот этой качелями, которые идут уже, давайте так на секундочку, 20 лет. С 2004 года, Александр. Да, Они идут с 2004 года. А если по-честному, то с Украины без Кучмы с 2001 года. Вот первое такое прям... Оно было точечное в центре Киева, да, когда бросались тогда, я помню, напомню, на МВД УНА-УНСО. Тогда, кстати, Шкиль сделал внезапную карьеру. Был вообще никому неизвестный полубандит львовский. Вот, а тут внезапно стал политиком. Почему? Потому что на ментов бросился. Да? Думал, Юля, я просто напоминаю такого персонажа, о котором во многом уже многие забыли. Да? Поэтому 25 лет живет страна в ситуации, когда ее сводят с ума. Понимаете? И поэтому возвращение в реальность, оно не может быть быстрым. Это нереально. Вот как я установил вот в тех же новых наших регионах, это мы их называем новые, для вас они, как правильно говорить, потерянные, ушедшие. Как-то так. Я не хочу брать никакую эмоциональную нагрузку, да, там, оккупированные, освобожденные. Просто по факту. Люди живут в новой реальности, новой российской реальности, да, государственной. И вот как показывает опыт, около года надо человеку прожить. Вот все сезоны надо человеку прожить. И тогда у него начинается уже, все, я понимаю, такая новая реальность, я начинаю к ней адаптироваться. А учитывая, что на постукраине новая реальность не может наступить, потому что, я напоминаю, она в чем заключалась? Она заключалась в том, что, значит, Россия напала, мы героично відбилися. И так героично, что, в общем-то, я не знаю, как удалось это все продать, потому что по факту, это же было отступление, причем организованное. Никого в плен особо не взяли, да. Но потом произошло самооблучение контрнаступом. И какая-то часть до сих пор продолжала жить, скажем так, до Курской Курского рейда, да, который позиционировался как настоящий контрнаступ. Какая-то часть общества находилась в заблуждении. А большая часть общества, которая, как мы говорим, находится в позиции хатоскрайников или таких бытового эгоизма, она ориентируется всегда на тех, кто громче орет. И вот кто громче орет, это воспринимается за реальность. А так как про контрнаступ орать только не тут, слушайте, вся история про томагавки. Это же продолжение еще, попытка продолжить всю историю вот этой вот иллюзорной победы. Поэтому главная проблема в том, что для политизированного меньшинства на постукраине, из которого значительная часть нацифицирована, то есть она посчитала, что идея войны с Россией – это есть центральная идея, которая должна быть. Это идея, которая приведет в Европу, это идея, которая даст деньги, это идея, которая создаст нацию. Да? Но для этого нацию надо как бы почистить. У кого-то она до сих пор живет. И вот пока эти иллюзии будут жить, к сожалению, война будет продолжаться. Смотрите, давайте тогда мостик перебросим. Это, кстати, очень интересно. Опять-таки, я понимаю, есть определенные такие посылы, да, что героизация, битва за Киев и так далее, и по-разному трактуют. Давайте так. Смотрите, факты же были, когда люди делали коктейли Молотова, бросались в российские танки, подбивали российские танки, эти колоннами шли, это все было. Поэтому это придали Было, конечно, было. Ровно так же, как были факты, что условно приезжали в Бучу и раздавали гуманитарку местным людям, да, и потом, Бучу, Киевская область, вот этот регион, со стороны тоже России. То есть мы не берем, мы берем сейчас, это уже идет трактовка. Я хочу в другую сторону бросить мостик. Смотрите, Монтян, да, ее внесли в список, ее, так сказать, подвели под статью. Вы прокомментируйте эту историю. Это прям очень интересно, с точки зрения отношения, условно, России к украинцам
которая как бы вот на стороне России, сейчас же, например, там ерничают и радуются, достаточно как бы смеются над этой ситуацией. А ведь эта ситуация не одинока. Есть Монтян, да, там сборы, вот это все критика донецкой власти по поводу воды, критика вообще действий и вообще войны, комментарии. Есть, например, скандал с Поклонской, крымской прокуроршей, да, которая там вроде как православие, там Николай II, у нее там иконы мироточили, а потом она поменяла. И она, получается, и Монтян, и Поклонская, как украинки, они как бы вступили в такое противостояние с центральным сигналом условно там Соловьевской группы людей. Та с Марданом судится, Поклонская. Вроде как, опять, ну тут надо, вы, может, больше владеете информацией или там знаете больше, разбираетесь. Вроде как непосредственно Монтян с Соловьевым, да, поскублась, они там называют охранка, охранители какие-то, в общем, и за это вот весь сыр-бор. Но я хочу, чтобы на этих там примерах конкретных мы вывели общую линию, которую вы затронули. Вы говорите, год нужен для того, чтобы, условно, украинцу привыкнуть к новой реальности. Смотрите, что Поклонская, что Монтян, они больше года находятся в этих как бы условиях. Поклонская вообще символ, да, перехода Крыма. Она вообще прокурор Крыма. Она там Гордону интервью, помните, давала для Гааги, для спецслужб. То есть это уже прям отдельный путь. Как бы они, эти люди... У нас еще губернатор Балицкий учудил, бывший депутат Верховной Рады. Он давал конференцию и возомнил себя великим полководцем. И, значит, как он сказал? Значит, мы в Запорожье отбились, не чита курчанам. Ну, хотя неправильно назвал, куряне вообще. Ну, так-то, да? Ну, вот возомнил себя великим полководцем. И у нас сейчас поднимается нормальный такой... срач по этому поводу, что ты вообще себе позволяешь, губернатор Запорожской области, потому что не ты отбился вообще. Ну, так-то, да, то есть это была деятельность. Смотрите, ну я имею в виду, что у нас тенденции очень конфликтные. Да, вот я хочу, чтобы мы это с вами обсудили. Я немножко, давайте разберем. Смотрите, я немножко отодвигаю Балицкого, он все-таки должность имеет. Ну, то есть, тут еще... Это для примера того, что у нас проходят очень процессы похожие. Да, смотрите, там должность, там конфликт немножко на другом уровне, там власть, местная власть. Вообще, ну, да. В общем, что вы думаете по поводу вот этих моментов, этих приключений украинцев, которые стали, ну, там, новыми русскими? Давайте я вам так скажу. Помните, был такой мемчик, по-моему, хлопчика или из Ровно, или из Луцка. Це мерзость, це реальная мерзость. Помните, да? Вот он был знаменитым. Это мерзость. Мы вчера с Алексеем Чадаевым подробно это разбирали у нас на частоте понимания. Ну, просто мы 1,5 часа потратили этому феномену. Я сейчас вкратце на уровне схемы опишу. Первое. Это есть в первую очередь конфликт выходцев всех с пост-Украины. Потому что конфликт Монтян начался с конфликтом с Юлией Витязевой. И лично я был тем человеком, который еще в 22 году написал текст «Топор хуцпы», где публично попытался, ну, примирить плохое слово, угомонить обе стороны. Но две носительницы хуцпы, а это южнорусская манера, ну, она не только к Украине привязана. Хуцпой владеют у нас в Краснодарском крае, в Ростовской области. Это вообще южная культура. Вот так себя вести. В России, вот как в северной стране, скажем так, в Москве, хуцпа – это, ну, несвойственная манера. И на хуцпу у нас обладали лицензией всего несколько человек. Это был политик Жириновский, еврей из Алматы. Ну, хуцпа – это же вообще еврейская народная, так сказать, традиция. Да? Ну, еще армяне, кстати, ей неплохо владеют. И азербайджанцы. Ну, кавказцы в целом. Да? И вот Жириновский, как человек с лицензией, он, обратите внимание, развлекал всю страну. Но в России, а еще этим обладали тележурналисты и радиожурналисты. Они активно окопались в свое время вокруг Гусинского. Почти все они являются выходцами
из НТВ. А я рекомендую вспомнить, что такое было НТВ. И все эти персонажи, по сути, являются плоть от плоти, как Шендерович. Но часть из них принесла присягу новой власти в начале нулевых. Вот. Это первое, что произошло. И вот теперь на внутренний пророссийский медиарынок вторгаются носители хуцпы, так как они себя умеют вести, вот, как не умеют вести себя в России. И, конечно же, это вызывает острейший конфликт между частью выходцами из постукраины, которые нашли себя возле того же трансформатора власти, пристроились. Ну, все же люди оказались без денег, без связи, без ничего. Ну, Александр, ну, вас самого из страны выгнали. Ну, я могу себе представить, в какой ситуации вы оказались, когда пришлось все это заново перестраивать. Люди оказались в такой же ситуации. Не-не-не, вы Часть не, подождите, пристроилась. мою ситуацию вы не сравниваете с этими людьми, тем более, это абсолютно разные вещи. И это я Ну, как вы обязан сказать. оказались без Смотрите, средств. и я обязан это сказать, потому что, смотрите, это очень важно. Эти люди, они в России, они за Россию и собачатся между собой. Конечно. Понимаете? Это люди, которые условно... Ну, я же не просто так упомянул, что как бы все очень радуются, да? Ну, Это... как эти люди оказались в России, Смотрите. Александр? Они не оказались недобровольно. Понимаете, если бы Украина оставалась Подожди, бы той, как которая не была, добровольно? Стойте. под влиянием внешних обстоятельств. Их выгнали из своего дома. Уголовные дела. Так бы они с радостью бы дальше сидели бы по Киевам, по Одессам бы. И воспроизводили. Ну что, они переехали? Ну, вот давайте так. Я знаю огромное количество людей, выходцев из постукраины, которые переехали в Россию работать там, в 2012 году, в 2010. После 2004 года многие сделали выборы. А это люди, которых вынудили покинуть свои дома под влиянием политических обстоятельств. Если бы люди сделали бы добровольный выбор, они бы сначала бы изучили, что такое политическая культура России, чем она отличается. Вот. Ну, почему мы не зря Франко цитировали про северо-русскую и южно-русскую. Она действительно другая. У нас хуцпанить не принято. Но это я сейчас обсуждаю только культурный пласт. С чем мы имеем дело? Угу. У нас есть хуцпаны лицензированные, ну, которым можно это, и нелицензированные. Лицензированные живут на госбабках. Поверьте мне, там все очень хорошо с финансированием. А нелицензированные живут за счет денег общественных. То есть, поднимают сборы. А теперь следите за руками. Это профдеформация, именно когнитивные войны. Те, которые живут на государственные деньги, им надо гнать перемогу, что все хорошо. То есть, это ничем не отличается от телемарафона украинского. А те, которые живут за общественные бабки, за донаты, а по-хорошему это надо называть, ну, наши предки называли это попрошайничеством. Ну, вот давайте вещи называть своими именами. Это попрошайничество. Подайте Христа ради. Вот. И вот они, соответственно, они живут на волне зрада. Ну, потому что как людей можно принудить скидывать бабки? Вот. Только что все пропало, все ужасно. Вот еще чуть-чуть, ваши 100 рублей, 100 гривен. Ну, короче, система работает одинаково. И вот, соответственно, на уровне, я сейчас дойду еще до политической истории. Вот на уровне культурной мы имеем дело с теми, кто живет с перемоги, и с тех, кто живет со зрады. И, конечно же, они несовместимы. Они несовместимы точно так же, как это произошло с теми украинскими ломами, которые в начале, с 22 году как бы высказали лояльность, а потом начали высказывать некие сомнения, а их, так сказать, за зраду прищучили. Поэтому здесь ситуация «никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры». Но это культурная ситуация и когнитивной войны. Теперь политическая. Значит, политическая ситуация, ну, Алексей Чадаев, кстати, я бы рекомендовал тоже пообщаться, если как бы есть время, желание. Он неплохо тоже, в том числе по украинским, много работал, вот, и, может быть, взгляд даже более московский, потому что у меня все-таки профдеформация очень разная, да, я много где жил и работал, я уже сам не до конца понимаю, вот, в каком городе я живу, поэтому надо делать скидку. Но что я вижу по, ну, вот, именно московской культуре, да, все должно быть согласовано.
Вот. Ну, в этом идея вообще государства. Лишнего не вякать. Вот. 10 раз подумать, прежде чем скажешь. И в этой ситуации всегда происходит так называемая война башен. Вот. Война башен, никак, ну, это у нас условно называют война башен, но это конфликты. Это конфликты межэлитарных групп. И учитывая, что тот пропагандистский коллектив, который работает на тотальную перемогу, все хорошо, лишних вопросов не задавайте. Вот, он естественным образом рассматривает всех остальных как конкурентов. Ну, что вы такое гоните? Зачем это надо, да? И началась, собственно, классическая война нескольких, так сказать, субъектов между собой. За что? А тут самый важный экономический А вот аспект. да, Вот это он на самый... примере, смотрите, то есть, окей, я понял, Монтян была кому-то конкурентом, так а за что война между ними, между этими Вот, конкурентами? вот. А война теперь идет за самое главное. За деньги, как и всегда. Потому что для того, чтобы продать зраду, тебе надо зачмырить тех, кто гонит перемогу. Истиной не является ни то, ни другое. Нет ни зрады, ни перемоги. Идет трагедия. И вот это нужно всегда удерживать. Идет война, неизбежная, которая, ну, вот она с 2014 года, после того, как перестали выполнять Минские соглашения, она была неизбежна. Но те, кто гнали перемогу, они с 2014 года по 22 рассказывали о том, что да, конечно, только Минские соглашения, да, это мудрейшая вещь, да. Но теперь-то им нужен враг. Почему? Ну, в том числе приходилось врать все это время, да. Поэтому лучше всего работает схема «бей своих, чтоб чужие боялись». Оно работает всегда и везде. Поэтому тем, кто гонят перемогу, надо зачмырить тех, кто гонит зраду. И они являются их главными врагами. В этом же весь парадокс. И самая главная трагедия, что это процессы, то, что я называю украинизацией России. Это происходит один в один то же, что происходило в обществе пост-Украины. И это меня пугает больше всего. Потому что я повторял и повторю, что самым страшным в этой трагедии может случиться то, что в ходе этой войны Россия украинизируется, и мы все погрузимся, ну, в такой вот, в общем-то, хаос, где общество расколото, а государство не очень понимает, куда двигаться, а где-то оно даже разлагается. Поэтому на уровне культурно, уже политическом, политико-культурном, вернее, это, конечно же, украинизация России, связанная с тем, что никакой зрады быть не может, ну, с точки зрения государственных пропагандистов. Это я так вижу. Но есть еще третий аспект. Это аспект коммуникационно-культурный. Это о том, как и где можно и нужно общаться. Потому что значительная часть выходцев из... Вот я худспой владею. Вот. Ну, то есть, я понимаю, как она работает. Очень много приходилось работать с коммерсантами одесскими и харьковскими, которые прекрасно и владеют, и днепропетровскими. Но я ее никогда не применяю. Особенно на севере. Потому что я понимаю, что люди, они по-другому воспринимают. В Сибири, в общем-то, за хуцпу можно просто сразу в ухо получить. Ну, без лишних разговоров. Вот. Ну, в Петербурге тебя просто пошлют так, одним взглядом, что ты как бы поймешь. А в чем прикол Лома? Лома заткнуть нельзя. Он выполз в свою телекамеру, да, и несет все, что попало. И тут я считаю, что мы придем рано или поздно к тому, к чему пришли наши китайские братья, назовем их так. Управление по контролю в киберпространстве САС Китая запретило инфлюенсерам давать советы по медицине, праву, финансам и других областях, если у них нет соответствующего высшего образования или лицензии. Мы придем к этому. Потому что наши ломы все, они берега потеряли. Они комментируют все подряд. Они, ну, в каждый суслик агроном, они уже во всем разбираются. Это капец, они сводят людей с ума. Надо каждому вернуться к своей профдеформации. Ты юрист, обсуждай юридические вопросы. Ты что-то в политике понимаешь? И самое главное, при капитализме, Саша, все дело в бабках всегда.
Это вопрос двух типов предпринимателей. Одни кормятся с государственных донатов, вторые с общественных. И в ходе этой войны обе части хотят перекрыть друг другу эти потоки. И вот это как раз история с признанием экстремистом, оно же с чем связано? Опять же, мы видим только внешнюю оболочку. Идет уголовное дело, где подозревают в экстремизме. Оно, кстати, может закончиться тем, что признают, что не было оснований. Это уже вопрос суда. Да? Но пока идет уголовное дело, и человек внесен в этот список, ему блокируют все счета. Понимаете? И он не может осуществлять никакую экономическую деятельность. То есть, по большому счету, с политической точки зрения, когда тебя объявляют иноагентом, ты должен всякие плашки на себя соблюдать вот эту но при этом ты, в общем-то, можешь вести экономическую деятельность. А в ситуации с экстремистом, то ты вроде и плашки эти не должен писать, и дело еще пока расследуется, тебя еще не объявили. Но тебя прецедентно нахлобучили именно по всей своей экономической деятельности. И я считаю, что вот это главный ключик. Потому что война идет, я повторюсь, между двумя типами медиапредпринимателей. Тут очень важно четко фиксировать who is who. Угу. Это медиапредприниматели. А каких, подождите, я просто уточню. Смотрите, я не слежу за Монтян и не следил за ней. Я просто знаю, что ей Я тоже не слежу за была деятельностью. такая политик в Украине, адвокат, то есть, из истории, да. Понятно, она там выбрала свою сторону, потом она переехала в Донецк, очень жестко критиковала там донецких о том, что они, в общем, негодяи, и можно было решить вопрос с водой, да, и они делали на этом бизнес. В общем, смотрите, вот честно скажу, человек, который не работал в системе водоснабжения, не является строителем, это вот про китайский я сейчас дал новости. Я он понял, должен смотрите, то есть он разбирается. Была критика. Получается, как вот навскидку смотришь, получается, докритиковалась власть, дотрынделась и так далее. Понимаете? То есть, это так видится. Получается, Россия, Мордор, где нет свободы слова и так далее, и так далее. Но тут возникает другой момент. А что сейчас? Она давно это все, разгоняет. И, вроде как, по моей информации, достаточно давно, да, в такой своеобразной оппозиции. То, что вы описали, там есть общественное, есть государственное кормление. Да, она давно на власть, на государственные органы, на чиновников, скажем так, батон крошит. А вот сейчас это началось. Меня интересует... Серьезно, там такие большие деньги, эти донаты и все остальное, прям воровала, прям, не знаю, там, квартиру за донаты об этом купила? Никто не... Нет. Кто где что воровал, мы не знаем. Это должно устанавливать либо налоговая, либо какие-то органы. Да? Проблема Нет, вы сами сказали, идет тема, да. Бизнес-тема. А какой объем этих... вот это непонятно. Выходит человек, чего-то рассказывает, комментирует, набивает аудиторию. В Украине тоже ведь донаты собирают. Тоже говорит, давайте там... в Украине четко говорят, смотрите, 20% это вот типа... или до 20%. Это можно фонду оставлять себе, поэтому все вот это, собственно, там и... которые при власти, все жиреют эти фонды. То есть, это все видят. И это все знают. Многие волонтеры обанкротились, которые, действительно... по зову сердца с начала 22 года, я просто знаю этих украинских волонтеров, они действительно перли гуманитарку туда-сюда, а потом мы просто в один момент пришли к тому, что в Украине, например, под Борисполем есть целое место захоронения гуманитарки. Или там многие другие склады нашли, что там просто она пропала, эта гуманитарка, которую гнали из Европы, потому что, вот так, да. То есть, и все так люди смотрят, подождите, так нам весь мир помогал. Такие деньги сбрасывались, такие там... А оно гниет, например, в поле. Вместе там со стиралкой из Германии, которую сердобольные немцы отдали, чтобы там было чем белье постирать, условно, там, новорожденном в каком-то селе. То есть, я понимаю этот процесс. Так а здесь какая, подноготная? В чем бизнес? Еще раз. Донаты сыпятся, только если ты критикуешь противоположную сторону, которая гонит противоположную тебе волну. Раньше все зарабатывали на чем? Украина контрнаступает, а мы торжественно с этим боремся. Вот.
То есть, для того, чтобы был вот этот хуцпанский бизнес по привлечению донатов из эмоций политических, всегда нужен враг какой-то, да? Вот. Для украинских донатчиков проще, ну, есть враг Россия, и все, пошло-поехало. А в российской ситуации, после провала контрнаступа, враг, как такой вот, на который прям надо вот собирать, вот все пропало. Донаты ж как собираются? Все пропало, все, конец. Вот только вот ты свою соточку пришли, и вот значит только это спасет. После того, как контрнаступ растворился в иллюзии, да, в том числе, ну, в нашей части я говорю, да, то стала проблема в том, кто есть враг. Вот, ну, против кого дружим, девочки, как говорила Фаина Раневская, да? И у нас включились процессы, когда проще воевать со своим внутренним врагом. Поэтому те, которые сидят на общественном капитале, скажем так, на общественных донатах, вот, они критикуют тех, кто сидит на государственных. То есть, вы неэффективно используете, вас никто не смотрит, ваши соцсети не развиты, вы как бы разленились и расстроились. Те, кто сидят на государственных деньгах, ну как же так? Они же уже заняли нишу. Это же их поляна, это наша корова, и мы доим. Мы главные, нам дали части эфира. Вот. Мы лидеры общественного мнения, сертифицированные. То есть, нам, так сказать, штамп выдали. Хотя вот большинство участников, допустим, с той же Пост Украины на федеральных каналах, ну, я скажу честно, это люди, ну, странные. Вот. Я не знаю, что они из себя представляли в украинской реальности. Да? Вот. Многих я знаю лично, ну, это люди там второго эшелона были. Ну, как-то первого эшелона они не высвечивают. Но тем, которые сидят на государевых, так сказать, деньгах, им нужно защищать свою поляну и объяснять: нет, мы самые эффективные. Мы, значит, только боремся за истинную правду и гоним ту самую перемогу. А кто нам мешает? А мешают нам внутренние враги. А внутренние враги у нас кто? Это беглые хохлы. И все, значит, Миша, все фигня, давай по новой. Это все один в один, как на Пост Украине. Вот как же Труханов борется. Вы так и объясняете, как, знаете, как по-украински, чтобы было понятно. Вот это вся... Ну, потому что, Саша, никогда мы не будем братьями, потому что мы сестры. У нас в обществе проходят идентичные процессы. Наши общества очень похожи. Только обществу Пост Украины гадили в голову там 25 лет. Вот. И с одной темой, что во всем виновата в том числе Россия, либо там донецкие, или там восточные олигархи, или манкурты. А в России гадили немножко по другому поводу. Но у нас отличаются государства. Я всегда подчеркиваю, у нас очень похожее общество. Но государства принципиально разные. Да? Именно связанные, потому что государство в России все-таки на свои ресурсы опирается. Да? Тут даже если нужно выходить из какого-то кризиса, некуда обратиться и сказать: дай, дай, дай. Приходится делать все своими силами. А общество у нас... Ну, поэтому Нет, так смотрите, легко я хотел бы... Смотрите, мне очень нравится вот это там выражение, что выгнали из борделя за гадство, понимаете? Но тут же... Вот все равно эта тема глубже. Потому что, ну вот давайте так. Вот я не просто так же Поклонскую присовокупил к Монтян. Да? Не просто так. Не просто так. Потому что, ну давайте, как бы... судебные иски о защите чести и достоинства с этим Марданом, например, да? Он смеется, что она взяла, ну, какое-то славянское имя, да, поменяла себя, она теперь не Наташа, а по-другому там, да, хотя вот была вроде как православная, стала... И вот это прям, понимаете, я вот сижу и думаю, елки-палки, уровень... Так она уже, ну, Поклонская, уже не на первых ролях. Она, ее карта условная, да, она вот это... Ее история уже мало кому интересна. Она была интересна там с 2014 года, с момента, когда там Крым, да, вот эти все вещи. Сейчас это вообще никому, а это все равно продолжается. То есть, получается, это конфликт не... ну, вот этот информационный, имеется в виду, не информационные поводы являются подпиткой этого конфликта, а какой-то другой, какой-то более осмысленный и глубокомысленный. То есть, получается, элементарная
логика. То есть, окей, Поклонская считается предателем в Украине. Она предала Украину. Но получается, что человек, предавший, он не находит себе места нигде. И вот эта вот тема с Поклонской, ну, там, отчасти Монтян, да, где-то вот вы Балицкого вспомнили. Получается, это правило работает. И это вот еще одна грань вот этой истории. Я не думаю, что можно сравнивать Поклонскую с Монтян. Это разные фигуры. Ну, с Балицким можно. Я имею в виду по смыслу. Но с Балецким можно. Вот. В ситуации с большинством представителей постукраины, которых внезапно в ходе кризисов возносит на высоты политические, происходит... Ну, это просто я наблюдаю за постукраиной. Наверняка это свойство любого человека из безгосударственной территории. Он считает, что это не стечение обстоятельств, там, смотря кто вы, да, что их выносит на вот эту вершину, а что они каждый по себе являются личностью. Да? С Поклонской это я называю самооблучение пропагандой. Вот. С Поклонской это произошло, потому что она стала не просто деятелем, да, Крымской весны, она стала брендом. Симпатичная женщина, вот, такая немножко в образе, ну, такой нимфетки, назовем это так. Ну, она же такая юная, да, но при этом прокурор, да. И вот это вот как бы такой интересный образ, он разошелся даже там в Японии, что-то там какие-то комиксы рисовали, еще что-то, да. И человек, который попадает в такую ситуацию, он самооблучается, он начинает считать себя деятелем. Хотя все мы понимаем, что в крымской истории ключевой фактор – это были сначала вежливые люди, вот, как мы их называем, на постукраине их называют зелеными человечками, которые обеспечили первый этап. А второй этап, и почему все было мирно и тихо в Крыму, практически без выстрела, только этот с флагом выходил советским полковник, как он, Мамчур, да, ну, потом ему показали, какой как бы флаг нужно носить. Вот. Не было выстрела, потому что был Черноморский флот. Вот. И оказалось, что люди с ружьем... Что такое был Черноморский флот? В одной пятиэтажке живут те, кто жили там, учились вместе. Один пошел на российский служить Черноморский флот, другой на украинский. Да? Но это были одни и те же люди. И вот эти два главных фактора. Никаким фактором Полонская не была. Это были медиафигуры, медиаперсонажи, которые всегда надуваются в ходе подобных конфликтов. Подождите, вы сейчас... Казак Гаврилюк. Подождите, вы сейчас, то есть, как бы утверждаете, что Крым, подтверждаете версию Украины, что Крым забрали силой. Нет, смотрите. Да. Обеспечение мирного перехода было обеспечено, конечно, человеком с ружьем. Это по-другому и быть не может. Потому что иначе были бы в каждом городе Крыма сотники Евромайдана, коктейли Молотова. Ничего не было. А второй шаг – это уже референдум. И тут уже можно спросить любого крымчанина. Да? То есть, тут как бы... Это секрет Полишинеля, да, то есть, что на референдуме большинство крымчан действительно таки это поддержало. Но сначала нужен фундамент, нужен человек с ружьем, понимаете? А это всегда так происходило. Как та же Западная Украина в свое время в 1939 году или Прибалтика присоединялась. Конечно, сначала приходит человек с ружьем, потом приходят комиссары и начинают работать. По-другому не работает. Но... Тут же на что обращаем внимание? Что никакие фигуры медийные, которые надулись после этого события, к реальным историко-политическим решениям не имеют отношения. Первым у нас так самооблучился Стрелков. Угу. Потому что ему волею судеб получилось так, что он командовал вот этим отрядом вежливых людей в Крыму, назовем их так. Да? Но для того, чтобы он им командовал, там же было огромное количество сопутствующих событий, условий, в том числе денег, решений было принято. Да? А человек, попадающий вот так вот на передок медийный, он очень серьезно самооблучается. Я сейчас приведу примеры на примере постукраины. Казак Гаврилюк в
В чем было его геройство или еще что-то? В том, что его менты раздели на морозе, да, и он был с двумя топорами. Или, например, давайте вспомним уже тоже забытого Булатова, который стал на фоне всего этого министром чего, молодежи он там. Он же еще и пи***ц, если я не ошибаюсь, был. Вот. Ему ухо резали. То есть, он принимал участие в инсценировке. Да, вот это ухо Булатова. Поэтому это стандартная история, когда это как пена во время бури, да, ее наверх выносит, а вот дальше уже вопрос, насколько адекватно поведет себя человек, когда его вынесло пеной наверх. Потому что мы видим, например, тех же журналистов там этого Лещенко с Наемом, да, которые начали бучу 2014 года. Но вот обратите внимание, их вынесло на вполне себе хлебные должности. И после этого они сидят тихо и не особо отсвечивают. Да? То есть, они получили свое место у кормушки и нормально себя чувствуют. А в ситуации с Полонской, ну, ее же на одно место назначили, не справилась. В Госдуму отправили. Тоже непонятно. Послом. Кабо Верде мы помним еще. Да, понимаете, и нигде человек не справился. Ну, естественно, он ушел в отбой, то, что называется. Это неизбежно. Потому что, когда ты живешь в системе, тут же, ну, как, государство – это же система систем. Нельзя быть одному. Ты должен быть в каком-то коллективе. И ты всегда внутри этого коллектива движешься по вот этим вот ступенькам государственным, да, и укрепляешься. Ну, как это вот говорят? Помните, да? Ты чей человек, да? Ну, то есть, чей он, да? Кого кто поставил. И в этом смысле есть такое понятие, как аппаратный вес. И вот это надо очень четко разделять. Есть популярность, это то, что касается общества, да? И есть аппаратный вес. А аппаратный вес – это то, что приобретается влиянием. И вот на той же постукраине, например, ну, вот, например, возьмем Ермак, да? Популярности у него нет. Но аппаратный вес огромный, правильно же? И вот тут произошла ситуация, когда люди получили допинг популярности, но не смогли их превратить ни в какой аппаратный вес. И вот эта история с Поклонской, но не только с Поклонской. Потому что, если мы посмотрим на, например, выходца из постукраины Деркача, который пленки Деркача, это же, на секундочку, его отец был главой СБУ, если я не ошибаюсь, при Леониде Кучме. Это такая старая днепропетровская элита, вот, еще которая корнями уходит в Советский Союз. Ну, вот у нас сейчас сенатор, вот, Совет Федерации, абсолютно легальный, с как раз с повышением аппаратного веса. Почему? Ну, потому что человек выходит из тех структур, как я говорил, ну, понимающих эти вещи, и он свою траекторию простроил. Поэтому очень разные судьбы выходцев из постукраины, но я всем всегда советовал и продолжаю советовать хуцпу свою поумерить. Потому что, ну, другая культура. Ну, она реально просто другая. Семен Сергеевич, так а что будет с Монтян? Можно какой-то прогноз от вас получить? Просто интересно. Да, все очень просто. Сейчас будет уголовное дело, ну, вот, которое дорасследуется. Да? Значит, если подтверждают о том, что экстремист террорист, ну, экстремист в первую очередь, да, то у человека закончится вообще вся публичная вот эта активность. А если отобьется, ну, то есть, это же еще идет как бы история, то это будет очень серьезный подрыв авторитета тех, кто это все учинил. Я повторюсь, что це мерзость, це реальная мерзость, и эта деятельность, это подрыв в первую очередь государственного авторитета. Потому что именно? То, что условно Соловьевские напали на Монтян? Конечно. Драка между своими это приводит к подрыву авторитета в целом всей системы. Потому что вместо того, чтобы сесть как-то договориться, о чем-то встретиться, вот, ну, люди не умеют этого делать. Это и есть украинизация России, к сожалению. И я это не приемлю. Я с этим боролся, говорю, как мог. Но вот у меня был текст, говорю, топор хуцпы, когда мне прилетело с обоих сторон. Я просто пытался объяснить и Монтян, и Витязевой, что такой деятельностью они вредят всем нам.
Ну, это, говорю, дела давно забытых дней. Ну, вот 3 года. Через 3 года оно и пришло к этому. Так и работает все. Да, друзья, подпишитесь на Семена Уралова, и поставьте лайк этому видео. Трамп встречается с Си Цзиньпином. Большая история, огромные пласты, геополитическая реальность меняется. Как отразится это на Украине и вопросов войны и мира в Украине? Нам Трамп, ну, это, конечно, тут даст анонс не задорого возьмет, мы помним и знаем. Но, тем не менее, он анонсировал, что будет говорить в том числе и об украинском вопросе с Си Цзиньпином. Си тот человек, который, привлечение которого к теме может завершить конфликт. Ну, скажем так, Китаю обломали тоже огромное количество проектов экономических на постсоветском пространстве. И в свое время, например, в Одессе, когда барышня была консулом китайским, да, я видел, как по мере роста влияния рынка Одесского 7 километра и прочего росло влияние китайского торгпредства. Китаю обломали южную транзитную ветку, то, что называется. Вот, которая шла в Евросоюз. Потому что Евросоюз остается ключевым покупателем китайских товаров. Да? Как ни крути. Поэтому стратегически, конечно же, Китай заинтересован в том, чтобы работали все транзитные ветки. И сухопутная, и морская, и северная, и южная. Но тут что очень важно понимать. У Китая под боком подобий Украины достаточно. Вот недавно в Непале цветную революцию подмутили, да, вот, и непонятно, что там будет дальше. Это же как раз на границе Индии с Китаем. Вот. История с Тайванем отложенная. Вот. И поэтому я думаю, что в Китае будут двигаться, исходя из своих прагматичных интересов. Вы можете обеспечить остановку военных действий, чтобы пошел, допустим, транзит и договориться с Россией? Да, Китай будет в этом участвовать. Не можете? Извините. И в Китае, ну, послушайте, Китай фабрика центральная. И как центральная фабрика, она, в общем-то, на этом конфликте объективно зарабатывает. Ну, как? Все пользуют мавики, да? Ну, с обоих сторон. И обе стороны это все покупают. Поэтому нельзя сказать, что у Китая нет профита с этого всего. Да? Но профит от того, что восстановится торговый путь через Украину, конечно, был бы больше. Но вопрос, кто им может дать такие гарантии. Потому что пока что речь идет о том, что мир продается как перемирие. Ну, как остановка огня, да? Но это же не мир. Что такое мир? Мир – это когда контейнер из Новороссийска в Одессу пришел, да, и дальше двинулся. Вот это мир, да. И когда судно под российским флагом зашло в ту же Одессу и наоборот. Вот это мир. Поэтому Китай вряд ли будет играть в перемирие, потому что у них под боком есть свои истории с тем же навязанным перемирием, как тем же Тайванем, да. Поэтому они прекрасно знают те игры, в которые играют бледнолицые братья. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Я благодарю за время и мысли. Спасибо. Друзья, берегите себя. Всем добра и света. Увидимся обязательно. До скорого.